Я вернулась в свой монастырь, который называется Маба. По-русски, наверное, можно было бы перевести как Саба или Цаба, потому что переводится как Центральная американская буддийская ассоциация. И мне бы хотелось в этот раз рассказать, поделиться тем, как я вообще сюда попала и почему я стала монахиней. Когда я первый раз сюда ехала, я не думала о том, чтобы уйти в монашество. Я ехала на семинар Шигуна Чинфансёна по Илицюане. Заодно здесь был устроен первый ретрит по медитации с мастером Чжиру, с другом детства Чинфансёна. Честно сказать, ничего особенного от этого мероприятия, от этой встречи я не ожидала, потому что изначально я была знакома с буддизмом Тхеравада и часто ездила в Таиланд, оставалась в монастырях тайских, проводила там один раз около месяца путешествия по разным монастырям. И как-то большого интереса китайский буддизм Махаяны у меня не вызывал. По дороге же в Маба я наслушалась различных историй от детей Чинфансёна про настоятеля, про монаха, и как-то заинтриговала меня, решила повнимательнее понаблюдать. Думаю, может быть, что-нибудь есть интересного в этом во всем. Какого-то грандиозного впечатления монах не производит. Да, он построил монастырь своими руками. Ну, практически своими руками, конечно, были помощники, конечно, там монахи не помогали, волонтеры, иногда нанимали там по контракту кого-то. Но в целом это видно было и на момент, когда мы приехали, что он делает все своими руками, бревна. У него здесь есть своя пилорама, свое помещение для работы по металлу. Буквально в перерывах между лекциями он там пойдет в огороде что-нибудь скопает, пойдет канализацию прочистит, потому что приехали люди не знающие, быстро засорилась канализация, что-то там построит, что-то там есть приготовит. Но видно, что человек очень работящий. Но далеко не это качество ты ищешь в монахе, когда приезжаешь в монастырь. То есть очевидно, что человек там хороший, замечательный, но к монашеству на данный момент там это большого отношения не имела. И как-то вроде бы ничего особенного-то не происходило, но в какой-то момент на меня начали нападать какие-то странные приступы рыданий, которые я не могла вообще остановить никак. При том, что мне не было ни грустно, ни печально, я не знаю, не сожалела ни о чем. Просто там в день, час-два мне приходилось уходить от всех и плакать. Особенно запомнился день солнечного затмения. В тот год, в августе 2017 года, было солнечное затмение, и вся группа Илицюань собралась на то, чтобы посмотреть на то, как это все происходит. Я же заперлась в мавзолее среди праха умерших людей. Здесь, оставляется прах своих родственников, оставляют прихожане для того, чтобы приходить затем регулярно навещать их. И как-то стараясь использовать, не знаю, там, медитацию на смерть, мне хотелось как-то прекратить вообще эти глупости, эти ни к чему не нужные, не приводящие рыдания. Когда же ретрит закончился и все разъехались, я решила остаться еще подольше, чтобы до конца прочувствовать атмосферу этого места. И ко мне подходит настоятель, мастер Чжиру, и говорит, что вот я слышала, что ты бы хотела переехать в Америку. Я говорю, ну да. Он говорит, знаешь, я могу тебе, может быть, помочь. Я говорю, да, хорошо. Он говорит, ну для этого тебе нужно стать монахиней. Я говорю, хорошо. У меня серьезно, для того, чтобы принять это решение, мне не потребовалось ни секунды размышлений. Он так посмотрел на меня с сомнением, подозревая, что, наверное, у меня там с головушкой что-то может быть не то. Но он-то не знал моей предыстории, которая заключалась в том, что когда мне было лет 20, я собиралась всерьез уйти в православный монастырь. На тот момент как-то обстоятельства не сложились, не способствовали этому. Я подумала, хорошо, может быть, я пока молода, еще не испытала всего того, чего нужно испытать, не набралась опыта. Давайте-ка, когда мне будет лет 30, я подумаю об этом, вернусь к этой мысли. Ну, собственно говоря, я думать об этом забыла. Когда же я была в этом монастыре в Маба, во время солнечного затмения 2017 года, мне было как раз 30 лет, поэтому мне не нужно было принимать никаких решений. За меня уже все было решено.
И это потом пришли различные сомнения и раздумья, потому что подготовка к уходу в монашество заняла практически 1,5 года. А нужно было закончить все дела, с документами разобраться, со школой своей лютеране разобраться, потому что последние 10 лет своей жизни я посвятила там каждую свободную секунду своей жизни и лютеране. И так просто же нельзя было все это оставить. Поэтому я потихоньку передала дела своему ученику Данилу Новику, школу передала ему, название школы передала ему и уехала в неизвестность.